Здравствуйте, друзья! Вы на канале Growler Racing, и сегодня мы разберемся с воздушными фильтрами, а вернее с их фильтрацией. Подобные обзоры и сравнения часто носят только визуальную и тактильную оценку состояния и общего качества изделия. Но, как многие зрители подмечают, данные обзоры могут лишь в теории сказать о том, нормальные эти фильтры или нет. Безусловно, если у фильтра кривая геометрия и плохой уплотнитель, тут все очевидно. Но если они в норме, то оценить качество шторы на глаз можно лишь примерно и крайне неточно. В умах людей, как разбирающихся в теории фильтрации, так и у обычных механиков, сложилось четкое убеждение: чем сильнее загрязняется воздушный фильтр, тем лучше он фильтрует. В принципе, так оно и есть. Испытания в НАМИ демонстрируют уменьшение коэффициента пропуска пыли уже через несколько часов после работы фильтра. Классические воздушные фильтры имеют фильтрующую штору из гофрированной бумаги. Штора работает по принципу сита. Бумага фильтрует пыль не только своей внешней пористой поверхностью, но и в глубине шторы. Это обеспечивало достаточный ресурс до замены и создавало эффект уменьшения ячеек сита по мере загрязнения. Иными словами, пыль действительно чистила пыль, отсеивая более мелкие частицы, чем в начале фильтрации. В один прекрасный момент появились совсем другие современные воздушные фильтры со шторой из нетканого волокнистого материала. В то время, когда эти фильтры только начинали свой путь, появились проблемы на тех двигателях, куда ставились подобные фильтры. Дилеры изначально не могли понять, в чем же дело. Вроде пробеги были на автомобилях небольшие, а агрегаты проверены временем. Но после анализа всех узлов, которые могли отвечать за характерный износ поршневой, эксперты пришли к выводу, что виной тому современные фильтры. Обычные люди и профессиональные механики привыкли к бумажным элементам, где четко видно визуальное загрязнение. Да и бумажный фильтр легко понять, когда он забился. То есть у вас начинается первое, это расход топлива большой, плюс машина очень сильно тупит на высоких оборотах. И позднее, то есть неровная работа начинается, и в принципе там уже вы сами поймете, что надо сделать плановое ТО. В новых же фильтрах загрязнение не так сильно бросается в глаза, благодаря менее плотным переплетенным волокнам. Но благодаря своей структуре пыль буквально прилипает к каждому волокну. Также толщина элемента значительно толще бумажного. В итоге мы имеем невероятную грязеемкость таких фильтров. Но, как выяснилось позже, некоторые такие элементы могут с легкостью сбрасывать с себя частично накопленную пыль. Это происходит, когда частицам грязи уже нет места для закрепления на волокнах, и также такое происходит от ударных нагрузок. Вот, например, вы или ваш механик проверяют фильтр. Вы видите, что он не совсем грязный, еще может проходить, но на всякий случай надо его встряхнуть, либо там постучать, чтобы листья вылетели. После такой процедуры ставим фильтр на место, и при запуске двигателя огромная концентрация пыли отправляется прямо в камеру сгорания. Вроде вы постучали, похлопали, там пыль вся вылетела, вам кажется. Двигатель работает как мощный пылесос. Соответственно, давление там значительно больше, чем вы там похлопали. Мы сейчас рассмотрим реальные примеры на нескольких брендах. Также для тех, кто не знал, что по анализу отработки моторного масла при условии исправной системы впуска можно оценить и качество работы воздушного фильтра по содержанию кремния в отработке. Ведь что попало в двигатель, так или иначе все равно попадет в масло. Но я думаю, говорить вам о том, насколько плохо наличие кремния в масле и к чему это приведет, не надо. Но прежде чем начать тему выбора изделия, сначала давайте поговорим об интервалах замены данного расходника. Суть ее такова, что нет смысла привязываться к пробегу, а менять воздушный фильтр нужно исходя из его состояния. Но, как оказалось, не все так просто. Итак, рассмотрим результаты отработок и конкретные воздушные фильтры. А начнем мы с фильтрона. Он же в этой модификации есть и под брендом VIX. Визуально мы сравним его с Мале. Они были установлены на один и тот же двигатель, и условия эксплуатации были практически идентичны. Пробег на них составил 5000 километров. Фильтрон находится слева.
На вид он явно менее загрязнен, чем Мале справа. Это вид с внутренней стороны. Со стороны забора воздуха визуально они одинаковые. В разрезе фильтрующий элемент у фильтрона в 2 или даже 3 раза тоньше. На мой взгляд, в Мале находится гораздо больше пыли, чем в фильтроне. Также отмечу, что фильтры из нетканого синтетического материала поглощают пыль по всему своему объему, по всей толщине шторы, а не только поверхностью. Соответственно, если на поверхности, обращенной к мотору, мы видим пыль, значит самые мелкие фракции уже пошли в мотор. Конечно, ничего страшного сразу не произойдет, но если продолжить ездить и дальше, и забить на все, то в анализе отработки уже увидим кремний. Ну ладно, перейдем к делу. Рассмотрим анализ отработки после использования фильтрона. Как вы видите, результат налицо. Пыль в мотор все-таки попала. Параметр критический. При этом, как многие любят оценивать, следов пыли не было ни в воздуховоде после фильтра, ни на дросселе. Вывод: фильтрон, или же в этой же модели VIX, не совсем хорош для таких условий и режимов езды, хоть он и входит в концерн MAN. Как видим, решение цена-качество, а именно в нем играет среди этих фильтров фильтрон, не оправдало себя на данный момент. К сожалению, лабораторного анализа Мале я сейчас не могу предоставить, его пока нету. Мы перейдем сейчас к MAN. Пробег на нем составил 5200 км. По моточасам аналогично выше рассмотренному фильтрон или VIX. Никаких вопросов, результаты полностью оправдали себя. MAN не заставляет усомниться в своем качестве. Далее рассмотрим патрон. Пробег на нем составил 6000 км. Вот это поворот! Данный фильтр имеет цену немного ниже, чем у фильтрона, и кратно меньше, чем у MAN. Как вы видите, не всегда по цене можно судить о качестве. Ну и венец торжества — фильтр AMD или AMD. Пробег на нем составил 8400 км. Больше, чем у остальных, но по моточасам этот фильтр аналогичен вышеперечисленным. Просто на нем было больше трассы. Вот так он выглядит по итогу пробега. Не так уж сильно и грязно. Вот это самая максимально загаженная складка. С противоположной стороны вообще еще даже беленький внутри. На первый взгляд все неплохо. Сравним его с эталоном, с новым фильтром. Видно, что все, пора менять. Но не страх, как все печально. И вот итог. Поэтому он и выглядит неплохо. Ведь если пропускать все мимо, задерживая только щебень, то не испачкаешься вовсе. Нулевики рядом не стояли. Правда, у тех хоть пропитка есть. И вывод сам собой напрашивается, что данный фильтр не особо хорошо выполняет свою функцию. Хотя стоит он не сильно дешевле того же патрона. Мотор, конечно, будет в шоке после такого фильтра. И ему очень будет неприятно работать на такой вот кремниевой присадке. Если фильтр изначально не представляет собой сито, то уже становится важным, какого качества у него фильтрующая штора. И, как можно заметить, не всегда цена продукта влияет на степень очистки. Сейчас в работе находится еще несколько продуктов. Как будут готовы результаты анализов, обязательно опубликую новый подробный выпуск. От вас, друзья, потребуется лишь подписка на канал, чтобы не пропустить новые сравнения. И нажмите еще на колокольчик, чтобы моментально получать уведомления о новых видео. Буду рад лайкам и вашим комментариям, друзья. На сегодня у нас выпуск завершен. Очень холодно сидеть в майке. Я пошел домой. Всем пока.